На связи Пук-влоги. Путешествуем, узнаем, кайфуем. Вы могли бы подумать, конечно, что мы опять куда-то отправились и снимаем вам очередную стоянку кемперов, но нет. Это все у нас по соседству. На нашей улице приехали какие-то гости куда-то, к кому-то, не знаю, может быть, соседи приобрели кемпер, пока мы были в путешествии. Ну, в общем, посмотрите, старенький и новенький. И наш старенький дедуля, пукальщик наш. И также у другого соседа. Ну, этого соседа вы уже видели на предыдущем видео, его кемперчик. Так что эта улица знает, как наслаждаться жизнью. А я, наконец-то выздоровевшая, с большой чашкой чая, с медом, еду на маникюр и возьму вас с собой. Я приехала в город Антверпен сделать маникюр у своего любимого мастера маникюра. Это город, в котором мы живем. Точнее, мы живем в пригороде. И я решила взять вас с собой, показать кусочек города, как напоминание даже для самой себя, в каком красивом месте мы живем, какой вдохновляющий может быть Антверпен. Вот я дошла до Операпляйн. Здесь находится остановка трамвайная Опера, а также здание фламандской оперы, которое выглядит величественно. Оно считается одним из самых культурных центров Бельгии. Здесь проводятся не только оперные постановки, но и разные концерты и фестивали. В зале около 1000 посадочных мест, но акустика такая, что звук слышно с любой точки. Многие считают этот театр жемчужиной Европы. Отсюда удобно начинать прогулку по городу Антверпен. Местные и туристы часто проходят именно через эту площадь. В нескольких минутах от Операпляйн находится Антверпенский центральный вокзал. Его построили еще в начале 20 века, и он впечатляет и снаружи, и изнутри. Кстати, когда бельгийцы реконструировали железнодорожные пути, они сделали вокзал многоуровневым. То есть поезда ходят и сверху, и под землей. Огромный купол, мраморные залы, старинные часы и сочетание разных архитектурных стилей
делают его похожим скорее на дворец, чем на обычную станцию. На момент строительства данного вокзала его купол считался самым большим в Бельгии. Сегодня Антверпен Централ включают в списки самых красивых вокзалов мира. Его даже сравнивают с дворцами и соборами. А вот здесь начинается современная часть вокзала из красного металла и стекла. Она появилась в 2007 году, когда занимались реконструкцией путей, многоуровневых путей. Многие туристы называют ее футуристической, и мне нравится, как Антверпен в одном месте сочетает старинный стиль и современный. Посмотрите только, как выглядит центральный вокзал изнутри. Здесь кажется, что попадаешь не просто на станцию, а в какой-то дворец. Самое удивительное, что при всей этой роскоши это еще и один из самых удобных вокзалов Европы. Тут несколько уровней для поездов, и все работают как часы. Да уж, вокзал удивляет. Сверху ощущение дворца, а внизу самое настоящее транспортное сердце города. Наша мини-прогулочка подходит к концу. Сегодня я вам показала очень маленькую частичку того города, в котором мы живем, центральную станцию Астрид и оперу. Будем направляться к машине. Кстати, кому интересно, вообще-то это интересно, да, это такая информация. В общем, в Антверпене несколько лет назад приняли закон о том, что те, кто не живет в городе, не прописан именно в городе, не может парковаться в городе. Может парковаться только на подземных парковках. Поэтому мы с вами после нашей мини-прогулочки движемся в сторону моей парковки, где стоит моя машина.
И что удобненько, это все находится рядышком, рядом вот с такими красивыми архитектурными постройками. Поэтому я решила вас взять с собой на небольшую прогулочку в этот осенний день. Немножко познакомить с городом, в котором мы живем. Меня очень радуют такие прогулки. Друзья, интересно ли вам узнать Антверпен поближе? Хотим ли мы все вместе прогуляться еще по туристическим местам Антверпена, поближе познакомиться с городом, с его достопримечательностями, с его архитектурой, стилем, атмосферой, менталитетом, людьми, природой? Я только за. Так что я думаю, что следующее видео можно посвятить прогулке по Антверпену.